Часы пустить. Фары большие. Поехали. Сейчас мы готовимся к полетам и будем считать взлетно-посадочные характеристики. Вот перед нами лежит книга, это руководство полетной эксплуатации, это как бы первоисточник. И мы им пользовались до какого-то времени. Открывали книгу, открывали графики. Вот график, видно, что он очень-очень такой поиспользованный, потыканный карандашиком, ручечкой. И вот водили ручкой и определяли взлетно-посадочные характеристики. Для расчета мы использовали много-много сопутствующих факторов. Это высота аэродрома, температура воздуха, направление и скорость ветра, уклон полосы, естественно, режим работы двигателей, и вычисляли все параметры необходимые. Но 20 лет назад мы начали пользоваться электронными, и на данный момент тоже пользуемся электронным расчетчиком. Система информационной поддержки экипажа называется. Вот сейчас будем смотреть. Вот Кирилл Олегов нам будет сейчас рассказывать, показывать. Кратенько посмотрим. Значит, на данный момент мы имеем это все в планшете. У нас мировая база данных. Мы спокойно выбираем аэропорт и затем выбираем полосу. Мы знаем, что 0,3 полоса. И теперь вводим характеристики полосы. Просто проверяем, все видим, да, соответствует нашему аэропорту, все нормально. И теперь погода. Температуру возьмем, к нашему вылету, давай 10 градусов, чтобы уже возьмем. Так, ветер пока 10 градусов. Ветра не будем. Конфигурация у нас прогрев 6 минут, будем на взлетном режиме. Вот это тот вариант, когда тут можно взлететь и на пониженном режиме, но в связи с тем, что тут горы и хочется побыстрее набрать безопасную высоту, будем взлетать на взлетном 120. Препятствия здесь находятся, но пока оставим их всех в покое. И сначала вычисляем максимальный взлетный вес, какой здесь проходит. Нажимаем кнопочку и видим, что максимальный взлетный вес на данный момент проходит 352 тонны, а у нас будет всего 240 тонн. И теперь считаем наш взлетный вес. Набираем. И берем отношение единицу. Единицу, да, здесь сейчас не принципиально. И вот мы получаем таблицу, где мы видим скорость принятия решения, скорость подъема, скорость отрыва. И видим все длины. Будет у нас фактический разбег 1464 метра и все остальное. То есть вот насколько быстро. Вот по этим графикам мы этим занимались, у нас уходило 10 минут где-то. А тут, видите, с помощью вот этого устройства мы все посчитали за 1 минуту. Пустить. Хороший. Большой. Роль. Тормоза ход. 7 секунд. Хорошо. Всем двигателю прогретый. Выводим номинал 120. Режим растет. Номинал. Режим 120 завожу. Скорость растет. 150. Норма 20. 170. Параметры в норме. 190. 210. 230. 230. Продолжаем. Рубеж. Подъем. 250. Отрыв. Шасси убрать. Шасси 10 безопасно. Первому 115. 115 первому. Высота 50, скорость 275. Высота 120, скорость 280. Шасси убирается. Высота 200, скорость 280. Шасси убрано норму. Кран нейтрально. Фары убрать. Фары убрал, выключил. Чуть-чуть меньше. Командуй. Закрылки убираем. Закрылки 15. Закрылки 15 убраны. 87 Golf X-ray, heavy contact departure. Закрылки, да? МВ-2. МВ-2. Single ship 12 miles southeast, bound for the model with Zulu. 35 Bomb Tower,
Закрылки 2 убрать. Закрылки убираем. Now passing 6,800 feet. Okay, 87 Golf X-ray, heavy program departure, radar contact, maintain 50280. I'm in 280, America 87 Golf X-ray. 280 установлены на задатчике. И пошли влево с креном 20. Разворот влево на курс 200. Golf 65 Tower, you can proceed back to your Нажмем навигацию. location. Report established. Чуть будет, разойдитесь. 2500 высота. Нормально, хорошо. Back to your previous working 2500? location and report established. Убираю номинал. Удаление 5, Руби взял. Удаление 4, 220. Удаление 3, 160. 150. Фары посадочный. Удаление 2. Высота 100. 100. 90 оценка. Идем визуально. 80, 70, 60 решение. Садимся. Минимум. 55, 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Скорость 220. 215, раз. Не бросает. 210. Выпустил интерцепторы. Я исключил 4 зеленых гранаты интерцептора вручную. 170. 150. Уменьшаю реверс. 130. Реверс 0. Да, нормально, еще рановато. Чуть-чуть аккуратненько. 110. 90. Да, по скоростной. 70. Скорость 50. Да. ЗМГ. Прямая тяга. Alpha Delta Bravo 387 Foxtrot, taxi to the apron. Номер 38, построй, встречающий наблюдайте. Наблюдаю. Наблюдаем. Спасибо за руководство. Антонов 387 Фокстрот. Ну, хорошо. Топливо стоит уже, даже едет. Так что быстро загружаем. Ой, заправляемся 50 тонн. 5. И летим. Все, полетели, выключаем потребители, готовься к включению. Что там выключение готов? Хорошо. Сейчас я тоже выключу все. И я готов. Генераторы двигателя выключаем. И домой.
Самолет Ан-124, место навигатора. Александр Муравец сидит, что-то тыкает. Лучше бы он нам рассказал, как его место устроено. Что тут чего есть. Расскажи. Вот это что такое вот это вот? Старый советский надежный навигационный комплекс. Все кнопочки. Это внизу, вот это, да, Да, понял. все кнопочки, циферки. Здесь зелененькие циферки, как на старом Я калькуляторе. понял. А вот это над ним что? Вот это? Да. Это пульты управления курс МП. Это настройка частот ВОР, ДМЕ и курсоглиссадной инструментальной посадочной системы. Ну так подробнее не надо. Давай. Выше вот это осталось, что это у нас такое интересное. Вот это? Не, выше вот это вот еще. А, вот это? Это дальномерная система. РСДН, что ли? РСДН, такой Понятно. квиток. Так, пошли дальше. Что это? Вот это GPS-ка, да? GPS 4312, 4312. да. Над Цветной ним, дисплей современный. я понял. А над ним БР. BR450. Ага. На нем навигационная информация. Ну, где-то мы смотрели. А Да. тут куча приборчиков. Что тут начинается? Высотомер, радиовысотомер, футовый, метровый. А вот это скорость. два Пилотажно-навигационный прибор. ПНП. Понятно. ДИС. ДИС. Путевая скорость и госнос. Понятно. Тут температура. Индикатор дальности. А это твое часы и... там еще Мое, скорость да, тоже. тяжело доставать, правда, но мое. Ну, свое, я понял. И новый пульт радиосвязи Да, орбит. Орбит. Хорошо. И сверху... Ага, это остатки Советского Союза, я понял. Да, это система обнаружения свой-чужой Свой безопасности. чужой. Да, сейчас уже И это часы к ней. часы. Чтобы код до, код после. Да. Понятно. А тут у тебя еще это когда тот пульт этот, ты отсюда вынимаешь, туда вставляешь его, да? Типа да. Я Можно понял. двумя руками работать одновременно. Понятно, понятно. Ну так нехитро устроенное место на самом большом самолете в мире. Да. И у нас это рабочее место радиста. На 3 самолетах осталось. На 4 нет. Вот Александр Гребенников, наш самый-самый опытный радист, пользовался с самого начала этим всем делом. И у него на рабочем месте осталось. Вот это прежде на всех самолетах такое стояло, а войск... Отдельный пульт управления. Да, Он стоял. как Сейчас таковой из этого всего у нас остался КВ-1 КВ-1, и КВ-2 приемник. КВ-2 приемник. Все. Это приемник. А так, значит, еще вот Ну, коротковолновая это радиостанция. короткая, это резервная коротковолновая станция. Ага, Она управляется автономно, без опор. я понял. Автономно. Здесь АЗСы, включения, АЗС включение. Да. магнитофоны, радиостанции. Да. Понятно. АПУ включается. Чтобы ее включить, надо включить АПУ. Ага, КВ-1 или КВ-2, что вам надо. понятно. Ну, СЦВ практически оно сейчас не задействовано. Не Когда задействовано. были... Ну, можно проверить КВ-радиостанции, какие блоки там откажут. Понятно. И все. Ну и на каждом месте у нас еще, так сказать, стоят маски кислородные. Да. И Хорошие. пульты управления третьей радиостанции. Третья радиостанция. Пульт управления второй радиостанции. Второй радиостанции. у И вас у летчиков летчиков- первая, да. Да, пульт управления первой что? радиостанции. Да. Хорошо. Ну да, и как... Ну, тут одно из красивее самых- его включить, когда оно гореть будет. Ну, Включить? давай. Давай. Сейчас оно отработает. Отра- это будет- Ага. будет Это аварийный радиомаяк. Сейчас обязательно, чтобы на каждом самолете они присутствовали. Да. Они зарегистрированы в международной системе. Конечно, И при конечно. срабатывании системы Каспас-Сарсат моментально нас обнаруживает, звонит на базу, а база звонит через 10 минут уже нам и спрашивает, что у вас там сработало. Да. Понятно, хорошо. Полоса 13, Чарли, Альфа-1. Предварительно разрешили и для информации на полосе Все, впереди свободно готов управления. перед взлетом. Снял состояние, что? Двигатели подняты. Хорошо. Выруливаем экипаж. Чарли, Альфа-1. Есть. Тормоза след проверил, норма. Проверено справа. Не спеша, тут ВС-ку пришлось переключить, этот маршрут ушел. Там нам не сильно долго рулить, да? Ну, у тебя есть минусы. Да ладно, что ты переймаешься? Да, я успею несколько пока прогреемся. Хорошо. Точек бах. Занимайся.
Занимаем полосу. Запрашиваем. Антонов 387. Фокстрот, взлету готов. 15 секунд. Антонов 387, Фокстрот, взлет разрешаю, после взлета работать. Часы пустить. Фары большой. 124,2. Всего хорошего. Поехали. Взлетаем после взлета 124,2. Спасибо, до свидания. Антонов 387, Фокс. До свидания. Выводим. Вывожу номинал. Режим растет. Скорость растет. Номинал параметров нормы. Контрольная. Норм. 170. 190. 200. Без крена направо. Не надо направо крен. 210. 220. 230. Рубеж, подъем. Высота 10 метров. Шасси. Шасси убирается. Шасси убирается. Безопасная набора. Фары 50 выключил. метров, 277. Шасси. В2. В2 переходим. Кран нейтрально поставил. Пошли вправо. 1300 футов вправо, 265. Доброе утро, Антонов 387, Фокстрот, взлет режим, выбираем 320, Выборож 13 дальше. Антон 387, Фокстрот, Туркменабад. Круг, день добрый, экипаж. Еще раз опознаны. Правым разворотом по схеме Вибор 31, поправка 13 Дельта. Набирайте эшелон 320, пересечение эшелона 150, работает с контролем 134,5. Правый Вибор 13 Дельта, набираем эшелон 320, пересечение 150, 134,5. Спасибо, Антонов 387, Фокс. Всего хорошего. Прямо в Советский Союз окунулись. 320 установлены на задатчике, разворачиваемся на Вибор. Навигацию. Подходим к курсу. Вводим. На курсе прямая. По боровой высотомеру 150 метров, скорость 245. Пара посадочная. Включил. 130 метров. 120. 110. 150. Высота 100 метров. Оценка. Идем визуально. 80. 70. Садимся. 50 метров. 45. 40. 35. 30. 25. 20. 18, 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,5, 2, 1,5, 1, полметра. Полметра. Высота. Высота 0, 220. 0, реверс. 210. Реверс включил. 4 зелено горит. 190. 180. Максимальный реверс. Параметр 160. 150. 140. Реверс 0. Освобождать полосу влево по РД-2. Руление обратного направления разрешила. Экипаж с прибытием. Освобождение влево по 110. РД-2. Спасибо. Антонов 387, Фокс. Скорость 100. По второй освобождение. Принято. 90 скорость.
как охладятся внешние, можно выключить. Просто чуть меньше выворот сделаем. Вот так. И опять. Фокстрот, готовий к запуску. Ми погреємося на малому перроні пока. Информация Чарли, Квебек, Фокстрот, Антон, вышка, подскажите ваше намерение. В районе аэродрома по кругам. Информация Чарли, Квебек, Фокстрот, рабочая полоса 33, ветер 300 градусов, 3 максимум 4 метра в секунду. Хорошие метеоусловия, температура плюс 12 градусов за Цельсием, QNH 1.0, 1.5, полоса мокрая, коэффициент сцепления 0.6, оцененное сцепление на поверхности полосы хорошее, запуск разрешаем. Первый, четвертый установил ПМГ. Альфа Дельта Браво 387 Фокстрот, продолжайте руление по РТ-2, визуальный контакт со встречающим доложите. Встречающего наблюдаем. Спасибо за руководство. АДБ 387 Фокстрот. Альфа Дельта Браво 387 Фокстрот, далее по указаниям встречающих, хорошего вечера. Вам также. На стоянке. Все. 2 дня в этом самолете завершены. Все благополучно. Самолет возвращен на базу. Ну, немножко устали. 2 дня такие довольно напряженные были. Но, тем не менее, сейчас пройдем паспортный контроль. Потом я в офис. Потом домой. Но отдали обов'язково буде.